Георгиевский, или Большой тронный зал, завершает череду парадных залов Зимнего дворца. Он спроектирован в 1795 году архитектором Джакомо Кваренги. Специально для создания этого зала с восточной стороны Зимнего дворца была сделана пристройка, благодаря чему зал получился двусветным, в отличие от многих других, где напротив окон расположены зеркала, их имитирующие. Созданный Кваренги зал до нас не дошел. Он погиб во время пожара в декабре 1837 года. Дворец был восстановлен в кратчайшие сроки, за год и 5 месяцев. Но вот воссоздание Георгиевского зала заняло больше времени, и готов он был только летом 1841 года. Но вскоре произошло то, от чего Николай I был напуган немногим меньше, чем самим пожаром. В зале внезапно обвалился потолок, полностью упал на пол, повредив новую отделку. К счастью, никто не пострадал. Конструкция была просто очень тяжелая, без дополнительных подпорок, а балки оказались недостаточно заглубленными в стены. Для того, чтобы больше такого не случилось, потолок подстраховали корабельными цепями. При гипотетическом обрушении корабельные цепи, натянувшись, должны были удержать потолок от падения. Новый зал создавался по проекту Василия Стасова и уже в другой цветовой гамме. Он украшен белым каррарским мрамором. Колонны привезли сюда готовыми из Италии. И если предыдущий зал гербовый, украшен позолоченными колоннами, должен был напоминать гостям о богатстве страны, то в тронном зале все понимали, что белоснежные колонны каррарского мрамора обошлись казне намного дороже. Белый цвет колонн прекрасно сочетается с позолотой бронзовых капителей, люстр и украшением потолка. А рисунок самого потолка повторяется в узорах наборного паркета, созданного из 16 пород дерева. Единственное отличие в том, что на полу мы не увидим изображения святого Георгия. Зато мраморный барельеф с изображением святого покровителя Руси, давшего название залу, находится в торцовой стене над троном. Его автор итальянец Франческо дель Неро. Под Георгием тронное место и оригинальный старинный трон Анны Иоанновны, выполненный в 1731 году Николасом Клаузеном. Трон деревянный, покрытый золоченым серебром. На красном бархате серебряными и золотыми нитями вышит двуглавый орел. После революции тронное место было разобрано, а в 1948 году здесь разместили карту Советского Союза, выполненную из самоцветов. Сейчас она находится в геолого-разведывательном музее. А в Георгиевском зале снова восстановлено тронное место, с двух сторон от которого можно увидеть душники отопления. С середины 19 века, то есть после пожара, в Зимнем дворце было воздушное отопление. В подвальных помещениях стояли печи, и от них по трубам, проложенным в стенах и полах, теплый воздух поступал в верхние этажи. И несмотря на то, что эта система иссушала воздух, ее постоянно пытались модернизировать, частично она сохранилась и сегодня. Площадь Георгиевского зала 800 квадратных метров. Он выстроен в 2 этажа здания. И какая бы система отопления не использовалась в Зимнем дворце, в нем и сейчас зимой прохладно. А в 18 веке императрице и вовсе приходилось ходить в валенках. Зато как красиво.